Всем привет, с вами Лунибой, и это третий выпуск Battle Аналитики. Сегодня мы будем анализировать батл с Move & Pro 2018 года Ермак против Тейлора. Определим их плюсы, их минусы, поймем, кто выиграл и почему. Ну что ж, поехали. Один раунд у них для того, чтобы показать, кто во что горазд. И очень крутой трек, им очень повезло, как по мне. Итак, погнали разбирать. Решается, кто же выйдет первым. Это Ваня. Ваня вошел в образ, видимо, инопланетянина. Немного позже вошел в трек, но все равно неплохо вышло. Начал концепт, но не закончил его логически, оборвал и перешел на другой. Возможно, это был один целиковый, но тогда связь между ними не читается совсем, в отличие от последующего за ним концепта с ногой. Оборвал концепт, так как услышал, что трек вырос по подаче и постарался на базе вытянуть по энергии. Нужно отдать ему должное, у него отличная работа на объем, уровни и суперская динамика. По обрывистости движений и слабому флоу видно, что он волнуется, возможно, еще и не разогрелся до конца. Что? Я же говорю, инопланетянин, ты вообще что творишь, сумасшедший? В конце, вместо того, чтобы добивать противников, он ушел на спад по подаче, а так надо было начинать. Даже люди говорят: добивай, добивай! Итак, выход Тейлора. Спокойно вошел в трек, выделил для себя пару сэмплов телом. Это иногда помогает музыкальности на подсознательном уровне. Дождавшись начала квадрата, он всегда начинает со своих коронных движений. Заметьте, что каждый его выход начинается из 3-4 заготовленных комбинаций, и все они отличаются неким грувом и футворком. А дальше одна большая концепция, как я это вижу. Он связал в одну связку часть своих концептов, возможно, даже на ходу, так как отрепетировал их максимальное число раз и уже может жонглировать порядком этих комбо. И не думая о движениях, так как они выходят на автомате, он начинает слушать музыку и подстраивать эти движения под различные сэмплы в треке. И вот тут он решает закончить с концептами, так как конец квадрата, и накидать один из своих любимых грувовых движений с футворками, при этом поднять подачу, что очень правильно. Ну и грувом закончить немного заранее, потому что он уже понял для себя, что победил. Причем заметьте, что видно разницу между тем, когда Тейлор фристайлит, а когда делает заготовку. Просто потому, что все его фишки базируются на таттинге и растяжке. То есть, когда Тейлор максимально статичен, значит заготовка, а когда двигается — импровизация. И то не всегда, потому что его заготовки делятся на два вида. Первые статичные, а вторые грувовые, которыми он врывается или вставляет просто рандомно в середине танца. Про танец Ермака в целом. И есть фишки, очень крутые, но все как-то обрывисто. Было небольшое ощущение того, что он упадет на повороте, когда поднимал ногу, значит, недостаточно разогрел их. Нужно начинать спокойно и не открывать все карты, всегда это говорю. Мне нравится динамика передвижений и работа на уровне. На протяжении всего батла он крутится и работает корпусом, уходит в партер. Если бы это все было более четко и музыкально, цены бы ему не было. Не всегда успевал показывать изменения в музыке по квадратам. Видимо, адреналин в голову ударил, это очень большая проблема для всех танцоров. Старайтесь с этим бороться. Самый простой способ – начинать спокойно, дать телу привыкнуть к атмосфере и вообще всему, что происходит вокруг. Тейлор, как по мне, перебил все плюсы Ермака. У него тоже есть растяжка. Он тоже уходит в партер, он работает корпусом, плюс он грувит, у него есть грувовые движухи. По музыкальности у него все отлично, отлично чувствует квадраты, отлично меняет танец в соответствии со сменой музыки. Тейлор убил Ермака еще и бесконечным потоком информации.
Поэтому победитель очевиден. Итак, дорогие друзья-танцоры, на этом все. И напоследок я хотел бы сказать, для того, чтобы сделать одно такое видео, нужно потратить очень много времени и сил. Поэтому поставьте лайк, сделайте репост и подпишитесь, если хотите увидеть новое видео в данном формате. И я буду вам очень сильно благодарен. А еще под видео можете оставить комментарий о том, согласны ли вы с моей точкой зрения или нет. На этом все, до новых встреч, пока.